Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хотела бы сделать небольшой обзор книги коллекции японских узоров Йоко Хаты. 200 стильных дизайнов для вязания спицами. И меня заинтересовали сеточка. Сейчас очень актуально, у нас наступают жаркие денечки, наступает середина лета скоро будет, да, и надо всецело подготовиться. Тем более жаркий август еще впереди, да. Девочки, я считаю, что вязание сеточкой спицами это самый интересный и беспроигрышный вариант, потому что он доступен большинству вязальщиц, которые умеют вязать спицами. Вот. И для начинающих идеальный вариант. И мы посмотрим сегодня 5 вариантов вязания из этой книги, которую нам предлагает Йоко Хата. Вот. И, в общем-то, свяжем образцы этих узоров. Вы сами примете решение, какую сеточку вам применить. Элементарный топ можно связать, элементарную тунику можно связать, простые прямоугольники, вырез лодочкой, небольшой вырез какой-нибудь. В общем, здесь вы сами себе модельеры. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Вот, и вот эти сеточки, которые мы сегодня с вами будем вязать. Я взяла несколько вариантов. Мы будем 5 вариантов рассматривать. Вот так выглядят сеточки, да, интересные. Вот тут идут схемы. Узоров много, 200, да, и они все очень-очень разные. И будут полезны каждой вязальщице, да. Смотри, будет... Вот буквально у меня вышел мастер-класс сегодня. Смотрите, вот эти ажурные листики для моей кофточки японской я взяла из этой книги. Видите, схема? Я вам дам ссылочку под видео на этот мастер-класс. Очень-очень красивый. По центру идет вот этот мотив с ажурными листиками. Очень красивая кофточка голубого цвета. Всем, кому интересно, можете посмотреть. Итак, давайте теперь о главном, о наших узорах сеточкой поговорим. Вот такие 5 вариантов сеточек я хочу вам предложить, девочки, связать. Обращаю ваше внимание, вот эта сеточка самый распространенный, вариант 1. Вот эта сеточка, не часто я ее встречала в модельках. Вот эта вот сеточка очень крупная, такая, знаете, на рыболовецкую сеть похожа. Ее вообще идеально применить для какого-нибудь, для туники, такой пляжный вариант, да. И вот эта сеточка наиболее приемлемый вариант при вязании каких-то ажурных летних вещей, потому что она не очень, так скажем, дырявая, да, и, в общем-то, довольно-таки привлекательно, может украсить, если ее особенно там чередовать с лицевой гладью, будет очень эффектно смотреться. Хотя и вот вариант 1 тоже хорошо. Да все они, девочки, если их применять как-то с умом, да, все пригодятся. Такие варианты очень легенькие сеточки, справятся даже начинающие вязальщицы с такими интересными узорчиками, поскольку у них там всего по 2 петли, но только вот в этом втором варианте там, по-моему, 4 петли, вот в этой вот крупненькой 3 петли раппорт, 2 петли, но все равно это все мелочи, согласитесь, легко вяжутся эти сеточки. Я сейчас буду вам подробно по каждому узору рассказывать, мы будем вязать и, в принципе, изучать схему. Предлагаю вам сегодня, девочки, связать 5 разных сеточек. Смотрите, у меня вот 5 разных схем. И сейчас попробуем с вами разные сеточки эти связать спицами. Я первую уже связала сеточку.
сейчас покажу вам раппорт узора. Очень просто вяжется вот такая сеточка. Ну, сейчас ведь лето, и наступает пора жары, да, вот такой вот как бы знойный такой период сейчас у нас идет летний. Я предлагаю вам связать из сеточки туничку, кофточку какую-нибудь, топик. То есть все то, что пойдет вам вот на такую вот погоду. Его можно носить как на купальник, как на маечку какую-нибудь, да, такую, на бретелечках. Вот. И можно и так носить, в принципе, если вы молодая, уверенная в себе, почему бы и не одеть такую красивую вещицу, правильно? Это будет очень интересно, ну, даже, я бы сказала, сексуально выглядеть. Так, давайте меньше слов, больше тел, да? Я показываю вам, как связать эту сеточку. Это у нас вариант 1. Итак, смотрите, раппорт узора составляет 2 петли, 4 ряда. Поэтому вы набираете любое количество петель, кратное 2. Показываю вам первый ряд. Смотрите, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжите это так, как вы привыкли, поскольку я вяжу бабушкины петли. Кто привык к классические петли, вяжет не так, как я, а по-своему, да. В общем, 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали, накид, все. Это раппорт. 2 петли всего. Опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И так далее до конца ряда вяжем. И хотела бы заострить внимание для начинающих вязальщиц, которые не хотят думать, что такое понятие раппорт, да. Мне просто одна очень возмущенная женщина или девушка, не знаю, писала недавно комментарий на мой джемпер, связанный с сеточкой. Ну, там был топ даже больше. Она мне написала: как вы так показываете? Вообще непонятно, что делать в конце ряда, да? То есть вот она вязала образец, и она не понимает, как закончить ряд. Нужно делать накид, не нужно делать накид. Девочки милые, раппорт узора подразумевает полный повтор друг за другом. Если вы набрали количество петель кратное 2, то смотрите, вы завершаете раппортом, вот 2 петли последние остались, и это наш раппорт, вы знаете, да, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Это раппорт. Кромочный вяжем изнаночный. Так, второй ряд мы вяжем все петли изнаночные, в том числе и накиды. Так, у нас с вами 3-й ряд. Показываю вам 3-й ряд. Смотрите, вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это и был наш раппорт на 2 петлях. Опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем до конца ряда. Заканчивается у вас раппорт 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я показываю специально, как закончился у меня этот ряд. Смотрите, последний раппорт вяжется так же, как и первый. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Так, и 4-й ряд у нас все петли изнаночные, в том числе и накиды. И еще раз я показываю, что у нас получилось, что за сеточка. Вот такая сеточка, интересная и кружевная. Так, сейчас мы будем с вами вязать узор сеточкой номер 2 и посмотрим, как он выглядит.
У нас с вами сеточка номер 2. Вяжем раппорт узора 4 петли в ширину, 8 рядов в высоту. То есть набираем количество петель кратное 4. Показываю первый ряд узора. Смотрите, девочки. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Еще один накид. То есть у нас получается двойной накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это был раппорт узора. Повторяем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Двойной накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. Еще один раппорт связали. Повторяем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Двойной накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали еще один раппорт. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Последний раппорт у нас с вами в ряду вяжется так же, как и первый раппорт. То есть мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Двойной накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. Второй ряд мы вяжем, девочки. Как смотрят петли. Смотрите, сейчас я покажу, как связать двойной накид. Значит, все петли у нас вяжутся изнаночные, кроме второго накида. То есть смотрите, как получается. Изнаночная, изнаночная, а второй накид вяжется лицевой. Опять изнаночная, 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 а второй накид вяжется лицевой. Изнаночная, 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 второй накид лицевая. Понятно, да? То есть накиды мы провязываем. Первая петля у нас идет изнаночная, вторая лицевая. Вяжем третий ряд узора. Все петли, все 4 петли раппорта это лицевые петли. Вяжем 4 лицевые петли. Связали первый раппорт. Далее продолжаем второй раппорт и так далее. Все петли лицевые. Четвертый ряд вяжем все петли изнаночные. Это изнаночный ряд, и все петли раппорта это 4 изнаночные. Вяжем пятый ряд сеточки нашей. Показываю раппорт узора. Первое накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 4 петли связали раппорт. Снова повторяем раппорт. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Еще один раппорт связали. Третий раппорт показываю. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Вот. Ну и так далее. Продолжаем до конца ряда. И последний раппорт у нас вяжется в ряду так же, как и первый раппорт. То есть я уже связала накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Кромочную вяжем изнаночной. Шестой ряд у нас вяжется также, девочки, собственно, как мы вязали с вами второй ряд. То есть, и у нас с вами шестой ряд вяжется, смотрите, изнаночная, 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 изнаночная. То есть все 4 изнаночные, это был крайний раппорт. Затем там, где двойной накид, вяжется изнаночная лицевая, да, а все остальные петли провязываем изнаночными. Вот видите, первый накид я изнаночный провязала, лицевая. Ну, то есть это то же самое, что мы вязали уже с вами, но только в шахматном порядке у нас идет, да. Все петли изнаночные провязываю, кроме двойного накида. Второй накид будет вязаться лицевой. Продолжаем до конца ряда. Вяжем 7 ряд, все петли лицевые. Все петли
все 4 петли раппорта лицевые. Так вяжем до конца ряда. И 8-й ряд у нас все петли будут изнаночные вязаться. Сейчас я буду показывать вам третий вариант сеточки. Это очень крупная сеточка. И она у нас такая вот квадратная, можно так сказать. Возьмите себе на заметочку, девочки. Всего, значит, 4 петли у нас раппорт и 2 ряда. Итак, начинаем вязать 2 вместе лицевой с наклоном влево. И начинается раппорт. 2 накида, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Снова это был раппорт на 3 петлях. Опять двойной накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Снова двойной накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Это и есть раппорт, девочки. Двойной накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Продолжаем вязать до конца ряда. Завершаем вязание лицевой петлей, накидом и лицевой петлей. Кромочная, изнаночная. Понятно, да? То есть мы начинаем с вами вязать первый раппорт у нас, ну вернее так скажем, 2 вместе идут лицевой, да, и затем идет раппорт. И завершаем мы с вами, девочки, накидом. Второй ряд у нас вяжется, как смотрят петли. А смотрят они у нас с вами следующим образом. У нас идут изнаночная, 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 а затем двойной накид провязываем как изнаночная, лицевая. Опять идет изнаночная, изнаночная, лицевая. То есть, в принципе, вяжем все изнаночные, только двойной накид у нас вяжется первая изнаночная, вторая лицевая. Понятно, да? Опять 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, лицевая. Все. Итак, раппорт третьей сеточки составляет 3 петли и 2 ряда всего. И выглядит эта сеточка вот таким образом, девочки. Очень крупная, можно сказать, прям очень крупненькая такая. Она немного квадратная. Так, хорошо. Давайте 4-й посмотрим узор. Так, у нас с вами первый ряд 4-го узора. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И начинается раппорт узора. На 2 петельках состоит она. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть начинать надо вот так, как по схеме показано. И завершим мы все накидом. Вот к этому 2 вместе лицевой. Считаю, что мы раппорт разделили пополам, да? То есть первую часть узора мы связали вот 2 вместе лицевой, а в конце любого ряда мы сделаем накид, да? То есть у нас с вами 2 петли раппорт узора в ширину и 8 рядов в высоту. И вот мы вяжем первый ряд. Опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот такой раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Еще один раппорт связали. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали первый ряд. Продолжаем до конца ряда. Последний раппорт у нас. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Кромочную вяжем изнаночной. Связали, да? Так, теперь у нас, смотрите, второй ряд. Все петли изнаночные, в том числе накиды, вяжутся.
самостоятельно вяжем. Третий ряд узора вяжем следующим образом. Все петли у нас будут вязаться лицевыми. Наш раппорт вяжется 2 лицевые, то есть до конца ряда вяжем лицевые петли. Четвертый ряд мы будем вязать все петли изнаночные. Вяжем самостоятельно. Пятый ряд вяжем. Начинаем пятый ряд с 1 лицевой петли. И после этого вяжем узор. Делаем раппорт у нас накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. И так 2 вместе лицевой с наклоном влево. И так до конца ряда. Вы поняли, что раппорт составляет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И заканчивается пятый ряд. У нас участок 38 петель. Чтобы у нас количество петель совпало, все нормально было, да? У нас получается, вот закончился раппорт, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, да? Осталась 1 лицевая. Я ее провязываю и кромочная. Больше накида мы не делаем в этом ряду. Итак, это должно быть 38 петель. Сейчас в 6-м ряду вяжем все петельки изнаночными. 7-й ряд у нас данного узора. Все петельки лицевые вяжутся. Все петельки лицевые, то есть до конца ряда вяжем лицевые петельки. И в 8-м ряду все петельки вяжутся изнаночными. На этом раппорт заканчивается. И повтор у нас идет с 1-го ряда. И вот так выглядит наша сеточка номер 4. Показываю вам, да? Довольно тоже интересно она выглядит. Не очень как бы дырявая, да, то есть вот здесь более крутая, здесь вообще дырочки, здесь вообще очень прям такая рыбацкая, рыболовная сеть, да, а это вот такая благородная сеточка. И у нас с вами 5-й узор, наша сеточка, 5-я, и вяжем ее. Также у нас 38 петель. И 5-я сеточка у нас с вами, она очень похожа на 4-ю, только вяжется немножко по-другому. Вот видите, в принципе, я особых отличий не вижу. Вот. Но просто у нее немножечко по-другому вяжется, да? Ну, давайте, раз она у нас есть с вами в наличии, так скажем, да, запланировано, мы и свяжем раппорт узора. Составляет у нас 2 петли и 8 рядов. Вяжем первый ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть сразу начинается раппорт узора. Накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй накид. То есть вот мы связали уже 2 раппорта. Третий раппорт, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. То есть вот таким образом мы вяжем до конца ряда этот узор на 2 петлях раппорта. На наших петлях последний раппорт вполне уместился, завершается он накидом, то есть 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и кромочная, видите, да, провязано. Ряд мы вяжем, как смотрят петли, ну то есть они у нас смотрят в принципе все изнаночные, да, то есть накид и в общем все петли вяжем изнаночные, накид тоже изнаночные у нас вяжутся. Третий ряд мы вяжем все петли лицевые у нас идут, все петли лицевые, да, и 4-й ряд у нас все петли будут изнаночные вязаться. Продолжаем самостоятельно. У нас в 5-м ряду в шахматном порядке будут сейчас вязаться. Смотрите, вначале мы будем делать накид, потом 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт завязали, опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. То есть вот такой вот у нас с вами будет сейчас
Продолжаем до конца ряда вязать. Еще раз показываю раппорт, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так, в 6-м ряду мы с вами, девочки, будем вязать петельки лицевые, изнаночные. В 7-м ряду вяжем у этого узора петли лицевые. И в 8-м снова все петли изнаночные, в том числе и накиды. Ну, то есть, вернее, в 6-м в том числе и накиды, в 8-м они просто все изнаночные. На этом раппорт заканчивается узорчик, и он повторяется с 1-го ряда. Вот такой интересный еще один узор. И в принципе я не вижу особой разницы, знаете, между 4-м и 5-м вариантом. Да? То есть вот что-то вот в нем очень много похожего. Да? Единственное только, что сеточки... Не, ну и размер ячеек такой же. В принципе, они похожи, только вот немножко по-другому как бы вяжутся, да? Ну, вернее, даже и вяжутся-то похоже. Схемы другие, по-другому скомпонованы.